Привет, мои дорогие девочки! У нас сейчас будет расклад на игральных картах. Мы с вами погадаем, где и с кем он. И вот это такое вот интересное, интересно такие игральные карты. Это они старинные девочки, им очень много лет, очень много, ну, может, лет 40 уже точно есть. Я их, так знаете, берегу. И давайте посмотрим. Мы сейчас будем выбирать с вами 4 короля. Вы можете назначить своего короля. Мы будем выкладывать целую колоду, где и с кем он сейчас. Давайте посмотрим. Итак, будем сначала искать королей. Назначать королей. Вы назначаете своего короля, на которого вы хотите погадать. Итак, ищем в колоде. И первый король, который нам выпал, это Бубновый. Бубновый — это, девочки, светлоглазый. У него прямой нос, прямые волосы, то есть не вьющиеся. Человек, как я люблю говорить, с барсеткой, да, с папками, с портфелями, с рюкзаками. Такой вот классный бубновый король. Он хороший семьянин, кстати. Это мужчины могут быть как высокие и худые, бывают такие, знаете, прыгучие, может быть, и небольшого роста, но их на самом деле большинство. Если вы чувствуете своего короля, именно своего мужчину в этом короле, то назначайте его. Будем смотреть, где и с кем он сейчас. Бубновый. О, следующий король. Следующий король, девочки, сразу червовый выпал. Если вы не знаете, на кого загадывать, то эта карта бланка подойдет для тех, кто не знает вот масть своего короля, либо не может выбрать на какого-то определенного. Червовой, девочки. Червовый — это мужчина, склонный к полноте. Если бы он носил длинные волосы, то они бы кучерявились у него. Это мужчина с длинными ресницами. У него либо голубые, серые, либо карие глаза. Зеленоглазые — это крестовые, девочки, да. То есть, если... это или мужчина, которого вы долго любите. То есть больше вот 2 лет, 3 лет, да? То есть мужчина, который не выходит у вас из головы. Можно сюда его загадывать. И еще, например, кого еще здесь можно? Ну, много кого, на самом деле. Если вам снится мужчина, либо приснился мужчина, тоже можно загадать на червового. Так, дальше давайте искать. Дальше выпал пиковый. Пиковые — это вот по старому традиционному гаданию, это мужчины в форме. Это, девочки, любая совершенно может быть форма, да? Это может быть милитари, полиция, доктор, может быть, да? Это мужчина, который любит и работает от звонка до звонка. Он увлечен своими работами. Они редко показывают свои чувства. Они такие, знаете, по внешности это мужчины, которые контрастны по отношению к другим, либо к самому себе. То есть либо это мужчина, например, может быть даже рыжий, но когда вокруг нету практически никого рыжих. Это может быть альбинос, да, но вокруг, когда нету других альбиносов. В основном это, например, темные мужчины с карими глазами могут быть. Могут ли быть с другими? Могут. Но их отличительная черта — это такие, знаете, типа интроверты или сами в себе, вещь в себе. Вот такие вот мужчины. Так, ну это я так понемножку говорю, но все же, чтобы вы вот загадывали. И четвертый король у нас крестовый. Крестовый, девочки, это мужчина на все руки мастер, да. Он может заниматься всем и ничем. Он может знать все поверхностно, да. Может быть, вот мужчина, который окружен всегда и мужчинами, и другими женщинами. Это крестовые — это те, которые вот выполняют какие-то кармические задачи в жизни женщины. Это зеленоглазый. Могут быть и кариглазые, да. Голубоглазых лучше, конечно, на красных королей загадывать. Но если вы чувствуете своего короля именно в какой-то определенной масти, тут никакой проблемы нету, потому что это будет чисто для вас индивидуальное гадание. Крестовые девочки. Интересные мужчины. Мужчины всегда, которые оставляют след в жизни практически любой женщины. Очень много за ними бегает женщин, кстати, да. Девушки, в жизни любой девушки, в принципе, всегда был какой-нибудь крестовый, да. То есть и как положительные эмоции может он вызывать, так потом и отрицательные. Ну, короче, интересные
богатые, скажем так, на всякие события мужчины. Ну что, загадывайте, пожалуйста, своего, и мы сейчас будем раскладывать, где и с кем он сейчас, вот такую выкладку делать. И мы уже давновато это не делали, но а, вы можете вот, посмотреть, как я выкладываю, да, и тут, в принципе, можете просто даже по классическому толкованию игральных карт находить, гадать можно практически, ну, каждый день можно гадать на своего мужчину и смотреть, где вы, где он, что его окружает, какие люди и все остальное. Очень классное, информативное гадание. Кстати, на нас самих тоже можно такое делать, такие расклады. Назначайте даму и дальше выкладывайте, как я вам расскажу. Ну что, отправляем в колоду мужчин наших и мешаем. Можно говорить заговор такой. 36 мастей. Кстати, тут участвуют только 36 карт. Там, где джокеры, да, 52 или 54 карты, мы просто убираем все двойки, тройки, четверки, пятерки и джокеров выбираем. 36 картей, 4 мастей. Скажите всю правду, где находится каждый король. Сбиваем ручкой к себе и выкладываем в 4 ряда, слева направо, сверху вниз по 9 карт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знаете, девочки, это еще гадание будет интересно именно для того, чтобы вы могли посмотреть, где вы выпадаете, где вы чувствуете свою карту. Вы можете посмотреть, где дамы лежат. И и вы можете вот прям, знаете, понимать, пока я буду рассказывать про других королей, вы можете посмотреть, где вы выпали по отношению к своему загаданному мужчине, да, и вот даже свои какие-то выводы сделать. Даже кто, например, чуть-чуть разбирается в картах, вам даже и не надо то, что я вам говорю, вы можете просто даже сами посмотреть. Это даже очень классно и интересно, когда кто-то выкладывает карты, а не сам ты себе, потому что очень многие сами себе погадать не могут. Ну что, смотрим, девочки. Первого мы будем смотреть крестового, потом мы будем с вами смотреть пикового, потом у нас выпал червовый король, и на десерт мы оставим бубнового. Ну что, поехали. Так, кто загадывал крестового? Крестовый мужчина, девочки. Смотрите, он выпал вверху. Получается, слева и сверху у него ничего нету. То есть сейчас он либо ложится спать, либо уже спит, либо он на каком-то таком отдыхе, где он не то, что там находится с какими-то людьми, а вокруг него, в принципе, вот смотрите, никого это и не выпало, да? То есть он сейчас просто отключился, он просто отдыхает, все. Но мы даже можем посмотреть дальше, что же у него там есть и что будет. Возле него выпала шестерка бубновая и туз бубновый. У него были какие-то дела. Дела, связанные с договорами, с какими-то бумагами, возможно, с деньгами, но которые будут запланированы в будущем. Либо он устроился на новую работу, либо у него какие-то новые проекты, задания, или просто он где-то вот колупался в каких-то бумагах и все остальное. И он от этого, конечно же, устал, потому что это не совсем его. Он черный, карты красные, да, то есть это не совсем его, от этого он сильно много напрягался, и были какие-то у него сюрпризики с этим связанные. И вообще, смотрите, дальше, что у него выпадает? Восьмерка пиковая, туз червовый, дама крестовая. Я вам скажу так, он как-то разочаровался в любви. Пусть это и будет громко сказано, но все же, да, как-то ему подсыпало
соли в чаек какая-то крестовая девушка, женщина. То есть он на кого-то злится, и в то же время есть какая-то такая ощущение досады и пустоты от действий какой-то крестовой девушки, женщины. Эта крестовая, девочки, зеленоглазая, кареглазая, очень редко голубоглазая может быть, да. Скорее всего, она с темными волосами идет. Но это он ее так видит, да, потому что я, например, тоже, девочки, крестовая, была, по крайней мере, да, для каждого мужчины я тоже масть меняю. Но я заметила, что меня очень часто мужчины именно видят бубновой дамой, да, то есть из-за того, что я блондинка, крашеная. Так что такие вот дела. И тут еще выпадает и ревность, да, то, что вот эта женщина, эта девушка крестовая, а она-то имеет еще, восьмерка бубновая, какие-то отношения с другим мужчиной, с пиковым. И вот смотрите, они так вот выпали по таким вот краям, да. То есть ваш крестовый, он недоволен тем, что он не может влиять на какую-то другую женщину, о которой он часто думает, от которой он думает, что вот зависит его какая-то даже удача. Это может быть вы, потому что этой одной масти выпали. Либо, девочки, даже если вы не чувствуете, что вы к крестовой относитесь, вы можете здесь относиться, да, при условии того, что у вас есть другой мужчина, либо при условии того, что вот вы как-то, знаете, наступили на хвост этому своему крестовому коту. Так, снизу у него выпало что? У него выпала восьмерка червовая и семерка слезная. Слезы выпали. Это какое-то раскаяние идет. Он где-то девочке сказал какую-то правду или вот или что-то такое вот болезненное у него идет тоже по отношению к женщине. К Бубновой уже идет. Он где-то какое-то раскаяние, искупление, слезы какие-то у него выпали по отношению к бубновой женщине, светлоглазой. Ну, кто это может быть? Это может быть и сестра, и мать, может быть, да? То есть что-то такое вот идет. И мне почему-то кажется, что она вот полная. Она либо склонна к полноте. И вот у него такое вот раскаяние, искупление, иступление в искуплении, короче, у него выпадает. И вот эти вот пики тоже, да, они, и еще вот эта дама пик, десятка пик, валет пик, семерка пик. Это вот если читать именно крестового, да, то у него какие-то такие вот мысли, что он какой-то греховный по отношению к важной женщине, которая была к нему добра, но он не оправдал ее какие-то надежды. И вот он за это переживал, и у него прям, знаете, как слезы на глазах только недавно высохли, да. То есть и он от этого всего устал. И он ушел вот в этот, в себя, закрылся, в игноры какие-то, в скорлупку свою, в домик спрятался. И вот сейчас ему надо, как говорится, все это пережить в себе. Но и в то же время он это делает, скрывается для того, чтобы знаете, вдруг не участвовать в каких-то событиях, в какой-то событийности, где может не присутствовать удача на его стороне. Так что он сейчас, девочки, скажем так, в одиночестве, в инфантильности своей, в переживаниях каких-то, и ему лучше, как говорится, поспать, утро вечером мудренее, скажем так. Так, а что у него еще тут было подальше, в прошлом? Дела, девочки. Валет, туз крестовый, тут еще валет выпал, да. Я вам скажу, что он пытался как-то, и тут еще валет, он пытался как-то заработать денег, он пытался какие-то, это могли быть махинации, многоходовочки какие-то, что он прям, знаете, решал с пацанами, решал с какими-то мужиками, как там, чего, там, ну, какие-то такие свои дела, может, по работе, по бизнесу и все остальное. Он пытался, но это, кстати, не особо
удачно у него получилось, потому что как будто бы ему не хватает немножко мозгов для того, чтобы взять вот этот туз крестовый, чтобы заработать много денег. Он их видит, он их хочет, но у него, знаете, как короткие лапки, чтобы их взять. И поэтому он подключает каких-то, знаете, партнеров, каких-то других мужчин, которые тоже не могут это взять, но их руками он этот жар загребсти тоже не может. Поэтому вот он что-то, знаете, как говорится, суетится, у него суета была, но вот как-то у него не особо с этим получается. Вот такие вот дела. Тут вообще что-то такое выпадало, что он поссорился либо со своим лучшим другом, да, либо с родственником, с братом, со сватом. Вот тут такая вот ссора, типа, я же его любил, и вот я поссорился с ним. Ну, это еще давнее было. Вот и все. А вы просто обратите внимание, какая вы дама по отношению к именно к этому королю или к другим, да. Вот у нас лежит крестовая, бубновая, червовая, пиковая дама. Видите, у него, у Крестового сейчас не особо так много мыслей о любви. Любовных мыслей мало. Как говорится, снижен такой вот его интимный резерв, скажем так, сейчас. Ему не до этого всего, скажем так. Если вы вдруг переживаете, что он где-то изменяет, нет, девочки, ничего он такого не делает. Так, давайте дальше посмотрим. Ну, мы по-быстрому будем рассматривать, чтобы так не затягивать гадание. Так, дальше мы рассматриваем с вами Пикового. У Пикового, девочки, он тоже выпал в углу, скажем так, вверху и справа. И что у него, девочки, на уме? Пиковый сейчас очень хочет много, знаете, чем-то делиться. Ему интересны планы, ваши планы, да. А почему ваши? Потому что тут, в принципе, сразу раз, два, три дамы выпало, и только далеко бубновая. То есть ему планы бубновой это вообще, как бы, скажем так, по барабану. Но планы женщины, вот любой женщины, ему интересно, да, что будет планировать там мама, что будет планировать тетка, коллега по работе, что будете вы планировать. Ему интересно знать какую-то информацию, и он будет ее вытаскивать в ближайшее время, вот ждать, вот знаете, как голодный. Что же вы там еще решили? Каковы ваши решения по нему, по каким-то жизненным моментам, да, что вы дальше планируете, где планируете там отдыхать, или где планируете работать, или куда планируете идти. Пиковому все интересно. Дальше. Он, девочки, смотрите, как выпал тут туз уже вот к нему, да, он хочет интимчика. Пиковый уже, как говорится, созрел для того, чтобы эм, заняться каким-то интимом. Причем, почему я так говорю? Потому что у пиковых вот прям какие-то биологические часы. Они не занимаются интимом, как крестовые или как другие короли. Они как-то выжидают все время, они какую-то накапливают энергию, они выбирают какой-то такой вот момент. И никогда практически это не совпадает с тем, когда это надо девушке, да. То есть это всегда у пиковых нам надо подстраиваться под них, а не им под нас. Но они по-другому не могут. Поэтому, девочки, либо это очень часто может быть, и совсем особо девушке не нравится, либо редко, может быть, тоже, да, либо по определенным каким-то дням у него. И совершенно повлиять на это невозможно у пиковых. И вот я вам чему говорю, что он уже готов, он хочет. Он хочет романтики, он хочет любви, он хочет, знаете, такого пододеяльного увеселения какого-то. Так, а что у него еще выпадает? Ну, у пикового, так скажу, вот здесь вот восьмерка пиковая выпала, ну, дальше от него, да, это говорит о том, что надо следить ему за своим здоровьем, потому что он либо чихает, либо какие-то аллергии, либо вирус, ОРВИ и все остальное. То есть ему сейчас максимально надо смотреть, потому что возле него выпала какая-то идущая к нему болезнь, инфекция, бацилла и все такое. Вот. Так, дальше. М, Посмотрим, что у пикового снизу. А снизу у него король червовый и дама пиковая. И вот этот король червовый, девочки, это никто иной, как он.
да. Я вам скажу, что пиковый сейчас, какое-то удовлетворение получает именно от того, что он знает, что у какого-то другого мужчины ничего не получается на личном фронте. То есть, ваш пиковый радуется где-то, что какое-то сравнение пошло в его пользу, а не в пользу какого-то другого мужчины. То есть это может быть друг его, у которого, знаете, пониженная, скажем так, фертильность какая-то, или там кто-то какой-то неудачник, и он радуется, что неудачником и называют не его, а какого-то другого человека. То есть он смотрит на себя и любуется, и радуется тому, что у кого-то, как говорится, что-то плохо. Но не из-за зависти там из чего-то такого, да, плохого, а из-за того, что у него этого нету. Понимаете, он радуется: "Боже, фух, пронесло". И так как выпал король и дама, скорее всего, это про отношения. Он радуется, что он, женат, или он радуется то, что он в отношениях, или он радуется, что у него там получается интимная близость, да, у кого-то другого не вышло. Или, возможно, кто-то у него там развелся, расстался и все остальное. Вот эти вот карты показывают, да, что у кого-то плохо, у пикового нормально, и он просто вот видит, и вот этот вот испуг, что он где-то к этому готовился, но очень не хотел, чтобы у него это случилось. И в результате у него все хорошо, и он думает: "О, класс, все, меня пронесло, это не я". Так, а что еще? Снизу еще пара тоже вот пошла какая-то. Я вам, девочки, скажу так, да, он может это не выносить, ссор какой-то из избы, но судя по тому, как вот это вот сравнение с парами выпадает, да, он радуется сам за себя, что он такой умненький, хороший, и как ему классно все, у него все складывается, потому что у других складывается не очень. Вот. И он как-то болтает со своими друзьями, со своими знакомыми вот на эти темы, и вот, как-то даже себя пока, это вот советы, может, какие-то раздает мужчинам именно, да, потому, как жить эту жизнь, скажем так. Но ничего такого не выпало плохого, кстати, у Пикового. Так, а вот это вот, вот в далеком, прошлом, скажем так, подальше карты выпали: пиковый туз, девятка. То есть у него какая-то сорвалась поездка, сорвались какие-то планы, и у него на эти планы, практически, скажем так, ему надо, что ему надо? Ему сейчас надо вообще заниматься деньгами, накоплением каким-то, потому что он как-то, вот знаете, мало стал думать про деньги. И у него срываются некоторые поездки, работа какая-то, заказы там или еще что-нибудь срывается из-за того, что он не копит на это деньги, а ему бы лучше бы копить, а он не хочет, понимаете? И сейчас только у него какие-то мысли, вот если уже там резюмировать, да, расклад, он думает, сравнивает себя с другими мужчинами и радуется тому, что он имеет, скажем так, да, и у него какие-то мысли об интиме. Созрела наша ягодка. Вот так вот. Ну, ничего особо такого, знаете, другого ничего не выпало у Пикового. Дальше давайте посмотрим следующего короля. Следующий король у нас, вот он выпал, король червовый. Так, а у червового, девочки, все не фонтан, скажем так. Не фонтан, потому что у него выпали вот по бокам, понимаете, как погоны, как говорится, карты десятка пиковая и дама пиковая, да. И тут еще валет выпал пиковый. У червового, девочки, какая-то не очень хорошая полоса сейчас в жизни, да. Это может быть ссора, ругань, разводы, выяснение отношений с его любимой женщиной, либо расставания какие-то. Но еще дама пиковая, девочки, может, вот потому что тут еще снизу дама червовая выпала, да, это может быть и какая-то разлучница, может быть соперница. Если вы гадаете на своего мужчину и находитесь, например, в таких вот отношениях, там, где еще кто-то есть, да, то я вам скажу, что в ближайшее время держите ухо востро. Будьте очень четкие и последовательны в своих отношениях к нему. То есть, какой бы червовый классный не был, и какие бы он чувства
какие бы у вас к нему чувства не были, сейчас самое лучшее время для того, чтобы настаивать на своих принципах, на своих законах, так как вы хотите жить, да, потому что он вносит смуту даже своим поведением. То есть, если вы находитесь в отношениях, и выясняете отношения, уберите, пожалуйста, эмоции. Эти эмоции не будут вам идти на какую-то пользу, понимаете? Потому что он запутывается, и он вас еще запутает. Вот тут вот такой вот мужчина идет. Надо вот четко следовать своим принципам жизненным. Как вы хотите жить, какого мужчину вы хотите иметь, да, и не слушать его, потому что он, девочки, сейчас вот, знаете, вот эти вот черные карты вокруг, тут пиковый, пика, пика, понимаете, выпали, немножко снизу тоже, то есть это какая-то ну, черная полоса, это мягко сказано. Это еще, девочки, вот выяснение отношений, неудача, невезение какое-то ему сейчас выпало. Он не мыслит неправильно, да, то есть и он эти вот свои мысли, чувства может с мыслями и чувствами может путать еще и вас. Других людей может путать, да. То есть от него сейчас лучше ничего не ждать, взять узды правления в свои руки, четко понимать, что именно вам нужно, а не ориентироваться на то, что он хочет. Вот такие вот дела. Дальше. Еще, девочки, идет какой-то обман. То есть я вам скажу, что кто его хочет обмануть? Все-таки тут дама, дама, тут дама и сверху дама. Его хочет обмануть какая-то женщина. И как обмануть? Это либо обман по деньгам, то есть она может одолжить и не отдать эти деньги тоже, да. То есть пусть он никому сейчас не одалживает деньги, если вы можете, да, ему это посоветовать. Потому что тут идет обман. Его как пытаются обмануть в чем-то. А он и обманываться рад, скажем так, как у Пушкина. Вокруг Червового вот эти вот женщины, много женщин, девочки, меня смущает это, да, потому что женщины все разноплановые, это не просто какие-то там любовницы там или там какие-то к нему неравнодушны, нет, это очень много как раз вокруг него женщин. Он сейчас, как, знаете, в женских каких-то кругах какие-то дела все с женщинами имеет. И со старыми, и с молодыми, с больными, со здоровыми, с детьми, и без детей и все остальное, да. Но, это неправильно, потому что он путает чувства, да, свои, путает с мыслями, и от этого как-то он сам завирается. Вот как-то много какого-то вранья возле него сейчас выпало. Как-то он запутался. Можно ли ему помогать распутываться? Ну, смотря какая вы дама, девочки, да. Если вы бубновая, я вам так скажу, не берите на себя никаких обязательств, не взваливайте его проблемы на себя, да, потому что зачем вам это, чтобы прилетели вам пики? То есть, если вы взвалите, вы будете ему как помогать вот своему этому червовому королю, да, то он вам добром не отплатит, и вы разочаруетесь. Если вы крестовая по отношению к этому королю червовому выпали, да, вы можете его только словами поддержать, поддержать силой слов своих, как говорится, похлопать по плечу и сказать, что у тебя будет все хорошо. И если вы, девочки, пиковая, и вы загадали вот этого короля червового, то но тут важно это сказать, потому что у него эти черные карты выпали, да, то я вам скажу, что вот да, вам можно выставить ему какие-то претензии, принципы какие-то, и он должен прям как цирковая собачка скакать, именно делать так, как вы хотите, потому что он может тоже наломать каких-то дров и вам тоже. А если вы червовая, девочки, да, то вот вам надо просто, может быть, эм, скажем так, созваниваться, да, но не более того. Потому что вы выпали снизу. Это говорит о том, что вам лучше вот прям тоже не лезть ни на какую амбразуру в общении с ним, но вот общаться там, лайкать его, да, переписываться. Вот червовой ничего не будет, кстати. Так,
Что у него там еще, девочки, было? Тут было у Червового было, ну, недавно либо давно смерть, которую он переживает, да, кто-то умер у него, или он узнал о каком-то уходе, о смерти какой-то, и то, что его это испугало. М, ну, что-то такое вот было не очень хорошее. Ну, в принципе, все. Так, давайте дальше посмотрим, чтобы прям не затягивать наше с вами гадание. Так, пикового, крестового, червового мы разобрали, и остался у нас бубновый король. Так, что у бубнового сейчас? У бубнового, девочки, все в принципе хорошо, но единственное, что ему нельзя сейчас в какие-то дальние дорожки. То есть дорожки, которые ему сейчас выпадают, они не очень удачные будут. Вот, раз, два, да, такие вот карты выпали. И у него как будто бы не то, что перекрыты дороги, но если, например, вы занимаетесь магией, то можно вот и вам этот человек дорог, это ваш мужчина, да, вы можете попробовать сделать какие-то ритуалы, тем более сейчас растущая луна, для того, чтобы ему эти дороги открыть, потому что они у него как подзакрыто. Куда бы он, типа, как, знаете, не поехал, не пошел, как-то все не очень, какие-то тяжбы, какие-то такие дорожки, которые не принесут, в принципе, какого-то удовлетворения и все остальное. Что ему лучше всего делать, Бубновому? Смотрите, находиться с женщиной своей любимой. Бубновый сейчас находится даже с женщиной. Червовая возле него выпала. Это может быть вы, это может быть мама его, да. Это женщина, которой он доверяет, с которой ему, в принципе, хорошо. Может, его девушка там, если вы на чужого гадаете, какого-нибудь мужчину. Вот, но дорожки у него не очень выпали. То, что он завтра поедет, что он вчера ездил, да, что-то все не фонтан. Но у Бубнова деньги, девочки, есть. Вот что можно сказать про него? Тут у него такие крести выпадают, да. У него открыт денежный канал, но закрыты как-то дорожки. То есть это, скорее всего, обозначает какие-то накопления. Он уверенно себя в этом плане чувствует. Что его ждет в будущем? В будущем, девочки, у него идет встреча. Встреча с какой-то даже вот супружеской парой, либо те, которые распишутся, поженятся, либо они уже разведены. Ну, что-то такое вот, знаете, а-ля супружеская пара. И с ними вот это тоже какая-то неудачная дорога какая-то, она идет. Неудачная дорога, там, где он будет еще возвращаться, чтобы переделать это все. Понимаете? Один раз поедет, но этого одного раза будет недостаточно, и поедет еще второй раз. Так, дальше. У Бубнового есть какой-то, мужчина, друг рядом, друг, коллега очень низкого роста по сравнению с вашим Бубновым королем. Низкий какой-то мужчина, скорее всего, даже, может быть, восточной внешности, да, если кому это интересно. Низкий, очень низкого роста. И идет такое, прям вот тут вот сверху, да, он с этим низким мужчиной. Какое-то место, как будто дома нету, но он должен быть построен. Как будто, знаете, котлован для какого-то нового дома, стройка какая-то или что такое идет. Либо это завод какой-то, вот как будто, знаете, поле, но оно используется для чего-то. Он там будет ходить, я вижу. Как взлетная полоса, знаете, просто иногда используется. В принципе, тоже ничего такого у Бубнового сейчас не выпало. И, кстати, насчет Бубнового, у него, девочки, вот эти вот карты, которые снизу идут, да, если, например, для другого короля мы говорили, что там что-то про смерть, да, то, что он где-то видел, слышал, то у этого, у Бубнового, так как они снизу прям лежат, эти карты, это говорит о том, что у него какие-то проблемы ниже пупка, да, то есть это проблемы с мочеполовой системой могут быть, почки болеть там или еще что-нибудь, да, то есть ему камни какие-то, да, ему надо вообще-то думать про свое здоровье живота. Именно даже не желудок, а сколько, вот там вот ниже немножко, проблемы у него с этим идут.
А он как будто, знаете, вот когда им не болит, то он какими-то делами все этим занимается, но показывает, что он этого не лечит. А ему бы желательно, знаете, вот какие-то острые, когда-то острые приступы, когда живот болит, ему надо к врачу идти и лечить это, потому что если он не будет лечить, вот этот туз пиковый, девятка пиковая, шестерка пиковая, ну, это может в такую какую-нибудь хронику перейти. Вот такие дела. Ну все, девочки, такое было небольшое гадание. Мы просто сейчас вот посмотрели, где и с кем, где какой король, что у кого происходит. Я люблю побольше посидеть, порассматривать, но вот сегодня так по-быстрому рассмотрели. И еще я вам советую, вот вы посмотрели карты, да, вы можете даже вот посмотреть, где вы, где ваш король лежит, посмотреть, какие вот какие-то карты будут очень ярко вам идти, вот прям, знаете, светиться. И вам будет интересно, а что в этой карте, а что в этой. И вот когда вам это интересно, вы даже можете просто погуглить, да, интерпретацию карт обычную. И вот там найдутся какие-то именно вам нужные слова для вашего расклада. Можете посмотреть себя, где какая дама вы. И вот, как мы сделали на мужчин, то же самое вы можете посмотреть, что вокруг вас, возле какой дамы где. Тоже очень интересно. Все, мои дорогие любимые, пока-пока.